we're giving you the overview. Ну вот, в общем-то, чем мы здесь и занимаемся. Мы даем вам обзор. So, you see, you're going to teach yourself the Bible. Потому что Библию вы, по сути, сами себя должны учить. You're going to have to read it. Вам нужно You're самим going to ее have to try to читать. understand it. Вам нужно самим What we want разбираться, to do is понимать. to give you the tools to help you understand. Наша задача дать вам инструменты, которые помогут вам лучше But we понимать. don't have the time to teach you everything you need to know about the Bible. Но у нас нет времени учить вас всему, что вам нужно знать о Библии. So we're trying to give you tools. Поэтому мы пытаемся дать вам просто инструмент. I don't know how you mark your Bibles, if you do mark your Bible. И я не знаю, как вы там помечаете в своей Библии. Если вы таки помечаете, то пометьте. Now your book is just ink on paper. Ну, ваша книга это просто чернила на бумаге. And that physical book is not sacred. И эта физическая книга, вот это вот какое-то количество листков бумаги с чернилами на ней, она сама по себе не священна. Now what it says is, Но то, что сказано в этой книге, вот оно священно и свято. but ultimately this is a book. Но в конечном счете это просто книга, бумага и чернила. Now we're told that we should not add or subtract from the Bible, Конечно же, нам сказано, чтобы ничего не добавляли и не убавляли из Библии. right? Да? But my Bible says chapter 1. Но моя Библия говорит, вот есть глава 1. Does yours say chapter 1? В вашей Библии сказано глава 1? Yeah? Да? Has somebody added to the Bible? Кто-то что-то добавил к Библии. Главу. Целую главу. So, and you may have other notes И у вас могут быть в Библиях еще какие-то пометки там на полях. where it's going to say up at the top of the chapter, I don't know, Где-то Joshua is appointed by God. где там в начале главы, например, говорится там с 1 по 8 стих, там Иисус Навин поставлен Богом на руководство. Right? Да? Do you have notes like that in your Есть Bible? в ваших Библиях такие вот в начале главы, ну, краткий план. Параллельные места еще Yeah, есть. parallel passages also. Is this adding to the Bible? Это что, добавление к Библии? No, we have to understand that we're not talking about the text of the Bible. Нам нужно понимать, что мы здесь не говорим о тексте Библии. And many things have been added to help us find things in the Bible. И множество вещей было добавлено в наши издания, чтобы мы могли в Библии что-то найти. The chapter and verse divisions are all man-made. Все вот эти разделения на главы и стихи, все они сделаны людьми. And I'm glad we have them. И я очень рад, что кто-то это сделал. И у нас это есть. Otherwise, it would be very difficult to find things in the Bible. Иначе вообще было бы очень трудно что-то в этой Библии найти. Мы и так не можем найти. It's hard to find it even now. Сейчас уже просто. Well, by the time you're finished with this course, you'll know it pretty well. К моменту, когда мы закончим этот курс, все уже будет намного легче. All right, conquest and division of the land. Итак, завоевание и разделение земли. Primarily, we're going to talk about the book now. В основном будем говорить о книге сейчас. His name, of course, is Hebrew. Имя, конечно, у Иисуса Навина еврейское, Jesus is Greek. и Иисус это уже греческая версия. But it is, they are equivalent in two different languages. Но, в общем-то, эти имена эквивалентны в обоих языках, еврейском и греческом. Now, originally, he had a different name. Но изначально у Иисуса Навина было другое имя. For example, Числа 13:8. from the tribe of Ephraim, this is Numbers 13:8. Числа 13:8. He is called Hoshea.
из колена Ефремова Осия, сын Навин. which means salvation. И имя Осия буквально означает спасение. And in Deuteronomy 32:44, И во Второзаконии 32:44 so it says Moses came with Hoshea, the son of Nun. сказано, что Моисей пришел вместе с Осией, буквально, сыном Навина. So, It's not clear in the Russian translation. see, Я вижу. there's a little problem here with the Ну, тут translation. небольшая проблема с переводом. Okay, but this is the same word that is found in Numbers 13:8. Но там то же самое слово, которое мы видим в числах 13:8. Осия. So his name originally was Hoshea, which means salvation. То есть изначально имя Иисуса Навина звучало как Осия, то есть спасение. But somewhere during the wilderness time, Moses changed the name to Joshua. Okay. Но где-то в процессе блуждания по пустыне Моисей изменил имя Осия на Иисус. Okay, you see in Numbers 13:16, Посмотрите числа 13-16, Moses called Hoshea точнее 17. «И назвал Моисей Осию, сына Навина, Yahashua. Иисусом». So Moses changed his name. Моисей поменял имя. Это числа, да? Числа 13-17, да. В синодальном моем 17, ну или 16, так сказать. Ну. Now this new name, Yahashua, И вот это новое имя, Иошуа, Yahweh is salvation. означает Яхве, спасение. So Yahweh is salvation. Should remind the people that it's because of who the Lord is that they will have victory. И вот это имя Яхве спасение, оно должно было напоминать народу, что именно по причине того, кто есть Бог, им дается It's by победа. the power of the Lord, not by the might of the army. Что победа достигнута силой Божией, а не военным могуществом. Now, Joshua is one of history's greatest military strategists. И Иисус Навин является одним из самых успешных военных стратегов в мировой истории. But his great achievements ultimately came from the Lord alone, who is our salvation. Но все его военные достижения, в конечном счете, они были случились благодаря Господу, который является нашим спасением. It was the Lord himself who brought about victory for Israel. Именно Господь дал Израилю победу. For example, Например, in Psalm 33:16, в Псалме 32:16 no king is saved by the multitude of an army. сейчас, секундочку. Не спасется царь множеством воинства. Псалом 32:16. A mighty man is not delivered by great strength. Исполина не защитит великая сила. A horse is a vain hope for safety. Ненадежен конь для спасения. It shall not deliver any by its great strength. Не избавит великою силою своей. You see, he's saying here that it doesn't matter the size of your army.
И видите, здесь сказано о том, что размер вашей армии не имеет значения. You can have 10 who will cause 100 to flee. И может такое случиться, что десяток прогонит сотню. Or we will see with Gideon, with a few hundred men you can defeat thousands. Или, как мы видели в истории Гедеона, что буквально имея несколько сотен человек, можно поразить тысячи. The one with the biggest army and the most weapons doesn't always win. Не всегда побеждает армия самая многочисленная и с наилучшим оружием. The battle is the Lord's. Поскольку битва – это Господня. First Samuel 17:47. Первое Царство 17:47. 47. Know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's. И узнает весь тот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. You gonna trust God or not? Вам нужно доверять во всем этом Богу. — 17:47. Первое, это когда Давид к Голиафу обращается. All right. So the author is Joshua. Итак, автором книги Иисус Навина является Иисус Навин. So it's kind of autobiography. Did we say that? No. Нет, это не автобиография. No. Because it's not really about Joshua. Поскольку книга, по сути, не про Иисуса He's the Навина. major figure. Он ключевой персонаж, конечно. Now the time of this book is about 1400 to 1370. И временной промежуток, который охватывает книга, это где-то с 1400 по 1370 Of год. course, we know when the book begins, it's 1406. И, конечно, мы знаем, когда события, описанные в книге, начались. Это 1406 год. Because we know that they entered into the promised land and observed the Passover exactly 40 years after the Exodus. Поскольку мы знаем, что они вошли в обетованную землю и совершили там первую Пасху в 1406 году, точно через 40 лет после исхода. All right, the theme and purpose. Итак, тема и цель книги. Possessing, conquering, and dividing the promised land. У вас это есть в конспекте. Завоевание, владение и разделение обетованной земли. So the book of Joshua is designed to show God's faithfulness to His promises. И цель книги Иисуса Навина в том, чтобы показать Божью верность своим обетованиям. God will do exactly what God has promised to do. И Бог делает именно то, что Он обещал сделать. In John 15:18, В or Genesis Бытии 15:18, 15:18 the Lord made a covenant with Abraham, saying, "To your descendants I have given this land." говорится, что в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, From the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. от реки Египетской до великой реки Ефрата». So God's going to give, He's going to give the land to the people, И Бог собирается отдать эту землю народу. and the events recorded in Joshua, И события, описанные в книге Иисуса now they're Навина, selective. It doesn't give us all the details. конечно же, приведены избирательно, нам не даны все подробности. But it shows us God's intervention to give victory in spite of tremendous opposition. Но в этой книге показано, каким образом Бог вмешивается, чтобы давать своему народу победу, несмотря на колоссальное сопротивление.
God keeps His promises. Бог исполняет свои обещания. Just as God kept the promise to Abraham that he would have a physical son, Точно так же, как Бог исполнял свои обещания Аврааму, говоря, что у того будет физический потомок. God does the impossible. Бог совершил невозможное тогда. But also in the same way that Israel will come in and possess the land, Но тем же самым образом мы видим, как Израиль входит в эту землю и овладевает ею. because they are going to come up against these fortified cities and great armies. И мы видим, что им приходится противостоять большим армиям и укрепленным городам. And God is going to do what would seem to be impossible for man. И Бог делает то, что для человека казалось бы совершенно невозможным. So the key words, И ключевые слова здесь possession, – это овладение, conquest, завоевание, victory, победа, dividing the land. раздел земли. So what I want you to know is conquest and division of the land. Что я хочу, чтобы вы знали, что тема этой книги – завоевание и разделение земли. The conquest of the land takes about 7 years. Ну, завоевание земли, оно занимает где-то 7 лет у Иисуса Навина. But then you have the division of the land, И потом мы видим, собственно, разделение уже этой земли and that завоеванной. takes maybe another 8 years. И это потребовало еще где-то лет 8. Conquest of the land found in the first 12 chapters. Завоевание мы находим, мы читаем об этом в первых 12 главах. Division of the land, chapters 13 through 21, И разделение земли or происходит 22, с 13 по 22 главу. and then in the last 2 chapters, we see some purposes being fulfilled. И в конце, в последних двух главах, мы видим, как исполняются еще некоторые And God giving the conditions И for Бог them to remain in the land. приводит также условия, согласно которых они смогут оставаться в этой земле. All right, key verses. Ключевые стихи книги. I would encourage you to get a colored pencil, Я ободряю вас где-то найти цветные карандаши или, which is probably better than a highlighter, скорее всего, цветные карандаши лучше маркера. because Тут тоже написано 8,9 стих, а учить надо 7,8. what's it? Sharing is about good verse to memorize. Oftentimes, if you take a highlighter, it will bleed through the paper to the other side. Очень часто, когда вы маркером что-то помечаете в Библии, то, ну, собственно, как бы чернила там или что там у него с другой стороны видно, он протекает через. So what I use are colored pencils. И я использую для пометок в своей Библии цветные карандаши. And maybe you don't want to mark your Bible, but you can see I color mine. Но, может быть, вам не хочется как бы что-то писать в вашей Библии, вы считаете это как неуважительно к книге, но посмотрите, как я размазал мою. And what will you color? А? What? Verses. И какие стихи вы подчеркиваете? Whatever you want. Какие хотите, такие подчеркивайте. Now, one thing I have done is to go through and color all of what I would consider to be key verses. То, что я в свое время сделал, я выделил в Библии все стихи, которые я считаю ключевыми. That way, when I open up my Bible to that book, И таким образом, когда я открываю свою Библию вот на этой книге, now my eye is going to go to that which I have highlighted, мои глаза автоматически фокусируются на том, что я когда-то выделил. and it's going to remind me of something that's really important in the book.
И это напоминает мне о чем-то, что я увидел как в книге как самое важное. The other thing I color would be verses that I want to memorize. Еще одна вещь, которую в книге подчеркиваю, это стихи, которые я хочу заучить на память. Or sometimes I will color verses just to help me when I'm going to teach. Либо я выделяю цветом те стихи в Библии, которые мне полезны будут, когда я буду преподавать или проповедовать по ним. Just to remind me, make a comment about this verse. Просто чтобы себе напоминалочку сделать, чтобы прокомментировать как-то вот этот So стих. you might color these key verses. И вы можете выделить цветом вот эти ключевые стихи. Or you might, have some symbol that you put in the margin. Либо вы можете какой-то символ для себя выработать, который вы на полях будете Say, okay, ставить. this is a key verse. То есть вот это ключевой стих. Okay. Some people will color code their verses that they highlight. У некоторых людей есть собственный какой-то цветовой код. То есть они особым образом цветом размечают разные стихи. So maybe they'll use blue for things about the future, promises for the future. Голубым цветом помечают пророчество о будущем, обетование о будущем. The blue reminds them of heaven. То есть голубой цвет как-то напоминает им о небесах. Or maybe you'll find promises and you color them gold. Или вы находите обетование Божие и помечаете их золотым. Or some verse about spiritual growth and you color that green. Или какой-то стих о духовном росте вы помечаете зеленым цветом. There are different schemes that you can use. Есть разные системы, подходы, которые вы можете использовать. But the point is, it's to help you. Но цель в том, чтобы вам это помогало. So, if you don't mark key verses, И если вы не выделяете ключевые стихи, then you're going to open up your Bible to Obadiah and say, what's here? и то вы откроете вашу Библию, например, на книге пророка Авдия, и будете так Or смотреть, Zechariah. что тут вообще происходит, или Well, Захария. if you've got a couple of verses that you've highlighted, at least you've got something. Но если вы пометили хотя бы несколько стихов в каждой книге, то у вас, по крайней мере, есть что-то, чего можно отталкиваться. So, whether you mark your Bibles or not is up to you. То есть, каким образом, чем и как вы помечаете вашу Библию, это ваше личное дело. But I write notes. Но я делаю пометки на полях, And I highlight things. я подчеркиваю что-то, выделяю. All right, let's look at these verses that we've called key. И давайте посмотрим на эти стихи, которые мы назвали ключевыми. All right? Chapter 1, verse 3. Итак, 1 глава, 3 стих. Go ahead and read that. Прочитайте, пожалуйста. Всякое место, на которое ступит стопы ног ваших, Okay. я даю вам, я сказал Моисею. God says, I've promised this to you. Бог сказал, я пообещал это вам. I've given it to you. Я дал это уже вам. He made promises to Moses. Бог дал обещание Моисею. Deuteronomy 11:24. Например, Второзаконие 11:24. You just might make a note of that. I've Просто written that down. сделайте пометку, да. По сути, там обещание то же самое. Look, when your Bible says, as I said to Moses, or as Moses said, И если в вашей Библии сказано, что вот как я сказал Моисею или как сказал Моисей, you ought to find a cross-reference.
то вам нужно искать какую-то параллельную ссылку. So if it's not written in your notes of the Bible somewhere, Поэтому если в ваших Библиях нету на этот счет никакой пометки, где, you should try to find out what that's a reference to. то попытайтесь найти в другом месте вообще, на какое именно стих ссылается данная фраза. All right. Ну вот у вас в Библии есть. 11.24 у вас указано. All right. Let's go down and look at verse 5. Ну, давайте посмотрим 5 стих. 15. I'm sorry. 1:5? Yeah. Да, 1:5. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Oh, what an incredible promise he makes. Какое потрясающее обетование дает здесь Бог. No one will be able to stand before you. Никто не устоит пред тобой. I'll give you victory. Я дам тебе победу. And he's saying to Joshua, И он говорит Иисусу Навину, just as I was with Moses, I'll be with you. я был с Моисеем, так же я буду и с тобой. I will not leave you or forsake you. Не оставлю и не покину тебя. Have you ever heard that before? Слышали ли вы это раньше? It was said to Moses also. We were reading that. I will never leave you, nor will I ever Да, не forsake отступлю you. от тебя, не оставлю от тебя, но вот эти слова, не оставлю и не покину тебя. Isaiah. А? Слышишь? No. Нет. Это в псалмах. It's in Psalms. Высоко. Не оставлю No. тебя и не покину тебя. Нет. How about Hebrews 13:5? Как насчет Евреям 13:5? А мы думали, Старый Завет. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Мы думали, Старого Завета надо вспоминать места. We were thinking about Well, remembering something from the Old Alright. Testament. We heard that, of course. well. Okay. So in verse 6, И в 6 стихе Joshua 1, в Ісуса Навина 1 главі. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. right? Say, okay, Joshua, you're going to divide this land to the people. И Бог здесь говорит, Иисус Навин, тебе надо будет эту землю отдать во владение, разделить между народом. Only be strong and very Но courageous, только будь тверд и очень мужественный, so that you may observe to do according to all the law. и тщательно храни, исполняй весь закон. Do not turn from it to the right hand or to the left, Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, that you may prosper wherever you go. чтобы ты поступал благоразумно и успешно во всех предприятиях твоих. Be strong Будь and тверд very и courageous. очень мужественный. Verse 8, Стих 8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. don't start talking about the Bible. Don't stop talking about То it. есть не прекращай говорить о Библии. Meditate on it. Размышляй о ней. In other words, I've got to think about it. То есть, иными словами, нужно думать о ней. I need to read it, understand it, Нужно читать, нужно понимать. and think, how does this apply to my life? И думать о том, как это применимо к моей жизни. What is this teaching me about God and His plan? Чему эта книга учит меня о Боге, о Его плане? And then I have to apply it to my life И потом мне нужно это применить к моей жизни, so that you may observe to do according to all that's written in it.
чтобы поступать, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Then you will make your way profitable. И тогда ты будешь успешен в путях твоих. Then you will have good success. И тогда будешь поступать благоразумно и будешь иметь успех. How do I do it? Как мне это сделать? Learn the Word, Изучать Слово, meditate on the Word, размышлять над Словом, do the Word. исполнять Слово. That leads to success. Это путь к успеху. Verse 9. 9 стих. Have I not commanded you? Yes, I have. Вот я повелеваю тебе, или в английском и в современном переводе, разве я не повелевал тебе? Конечно, повелевал. Be strong and of good courage. Будь тверд и мужествен. Do not be afraid nor be dismayed. Не страшись и не ужасайся. Why? Почему? The Lord your God is with you wherever you go. Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Or 11:23. 11:23. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. So it says that Joshua has now led the armies in defeat of their enemies. И таким образом здесь сказано, что Иисус закончил свою миссию по руководству армии и по разгрому всех врагов. He has defeated more than 30 kings. Иисус Навин разгромил более 30 царей. There are no great armies left in Israel. Никакой больше крупной армии в Израиле, на этой территории не осталось. And so he says the land had rest from war. И сказано, что успокоилась земля от войны. Enemy is defeated Враги были поражены все, as far as the military is concerned. побеждены, по крайней мере, с Now, the военной people точки still зрения. have a responsibility to drive out the inhabitants of the land. Но у народа все еще оставалась ответственность изгнать жителей земли. But God has given victory to Israel Но Бог дал победу Израилю over every one of the kings. над всеми царями. Без исключения. Okay. Then in chapter 24, И потом в 24 главе уже. Любимый стих. А тепер There's бійтеся. Nadia's favorite verse there. In chapter 24. verses 14, 15. Okay. Стихи 14-15. Someone read. Читайте, пожалуйста, 14-15. А тепер бійтеся Господа й служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господові. Okay, now, And 15. По 16. Should hear it 15 also? Давай. А якщо зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господові. you choose. Решение за вами. Who are you going to serve? Решайте, кому вы будете служить. As for me and my house, Что касается моего дома, we will serve the Lord. мы будем служить Господу. All right, key chapters. Итак, ключевые главы книги. The first 4 chapters show the change in leadership from Moses to Joshua. Первые 4 главы показывают нам, как руководство переходило от Моисея к Иисусу Навину. They give God's personal promises to Joshua. Во-первых, мы видим личные обетования, которые Бог дал Иисусу Навину. They talk about the crossing of the Jordan River, which was also a miraculous crossing. Говорится о переходе через реку Иордан, которое также было чудесным пересечением водоема. And then in chapter 24, И потом в 24 главе
Joshua reminds the people of God's faithfulness from the time of Abraham, Мы видим, как Иисус Навин напоминает народу о Божьей верности, начиная со времен Авраама. their deliverance from Egypt, Напоминает об их избавлении из Египта, the crossing of the Jordan, о пересечении Иордана and victory over the Canaanites. и о победах над хананеями. And then he says, you must be faithful, И потом он говорит, вам нужно быть верными, or you will be consumed by the Lord. it's a verse, поскольку вы были искуплены Богом. Key people, or the most prominent, would be Joshua, Caleb, А Rahab. ключевые персонажи здесь, в этой книге, это Иисус Навин, Халев и Раав. Okay, so we'll want to see a few more highlights. Мы хотим увидеть в этой книге еще несколько важных моментов. Now, when Moses died, Когда Моисей умер, the people are over here народ находился вот в этой части, in the land of Moab. в земле Моав, на восточном берегу Now, реки they've Иордан. already had victory over a couple of kings over on this side. Они уже одержали победы над несколькими царями на этой части реки Иордан. And you're going to have 2.5 tribes who will settle on the east side of the Jordan River. This is the Jordan River. И 2,5 колена решили поселиться на восточном берегу Иордана. So you've got Reuben, Gad, Рувим, Гад and Manasseh is going to be on both sides of the river. и Манассия решила сидеть на двух берегах реки Иордан. These people, I mean, they want to be cowboys. То есть эти ребята решили стать ковбоями. Want to raise cattle. Да, они решили выращивать коров. Ну, скот. In verse 12, chapter 1, И в стихе 12 1 главы Reuben, Gad, half the tribe of Manasseh, вот эти колена, Рувим, Гад и часть he Манассии. says, okay, God is giving you this land, Иисус сказал им, смотрите, Бог дал вам эту землю. but you shall pass before your brethren armed, Но вы должны вооружиться и идти сражаться перед братьями вашими. and with all your mighty men of valor, Вы все могущие сражаться. and help your brothers, И помогите вашим братьям. until the Lord has given your brethren rest, До тех пор, пока Бог не даст покой вашим and братьям. they have also taken possession of the land which the Lord your God is giving to them. И тогда возвращайтесь и в наследие ваше и владейте землей, которую Бог вам дал. Then you shall return to the land of your possession and enjoy it. Да, то есть дождитесь, пока ваши братья получат землю, и возвращайтесь тогда к себе и радуйтесь своей земле. Now, in Numbers 32:23, he had already told them about this. И в числах 32-23 уже сказано им было об этом. He's saying you need to go and fight with the others, Здесь сказано, что вам нужно пойти и сражаться вместе с and if you do остальными. not И take если notice, вы не сделаете так, you've sinned against the Lord. если вы не пойдете сражаться с братьями, то согрешите перед Богом. And be sure your sin will find you out. И испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Now, what is the sin in this context? И в чем грех заключается в данном контексте? В чем состоит грех? Refusal to go to war, В данном контексте грех не пойти на войну, отказ от воинской службы. refusal to fight with
the other tribes Отказ сражаться вместе с другими коленами, so that they can also drive the enemy out of their land. чтобы они также смогли изгнать врагов со своей земли. Well, God has already said if you don't do that, then that is going to be a sin for you. И Бог сказал, если вы этого не сделаете, для вас это будет грех. So he's saying you need to go fight with your brothers. И Бог сказал, вам нужно идти и сражаться плечо к плечу со своими братьями. And he says, be strong and of good courage. И снова сказано, да, будьте тверды и мужественны. Now he's telling Joshua here, now if somebody refuses, Иисусу Навину 1:18. if someone refuses to do this, И Иисусу Навину они говорят, эти колена, что если кто-то будет сопротивляться, воспротивиться повелению твоему, execute him. будет предан смерти. 18 стих. Well, that's pretty strong. Фу, довольно так серьезно.